Друзья, привет! В этом видео мы поговорим про большие улья, биг улья, зачем они нужны, какие они преимущества дают, вот, и что в них особенного. Для того, чтобы вам собрать вот такой вот биг улей это многоблоковая конструкция, вам потребуется 27 вот таких вот пчелиных ульев и 9 плит деревянных, любых, то есть это могут быть дубовые деревянные плиты, могут быть еще из какого-нибудь дерева. Лучше всего использовать плиты из вишневого дерева, потому что они по текстуре будут совпадать. Итак, давайте соберем эту конструкцию. Так, соответственно, делаем такой куб 3 на 3, то есть 27 блоков. Так, ставим сверху плиты. Все, и видим, что у нас появляются такие вот окошечки, значит мы можем заглянуть во внутренний интерфейс. Здесь все очень похоже как на пасеку, за исключением того, что у нас нет слотов под рамки. Дело в том, что сам пчелиный улей большой работает, соответственно, как пасека с рамкой, даже больше производит продукция. В одном из предыдущих видео в комментариях меня просили сравнить, соответственно, по производительности там магическую пасеку, обычную пасеку там с рамками и большой улей. Я отдельное видео про это сниму, вот. Но в любом случае, как бы такой большой улей будет точно производить больше продукции, чем, допустим, обычная пасека без рамок. Но здесь есть, конечно, нюансы. Дело в том, что вот эта конструкция достаточно затратна по ресурсам, то есть, допустим, нам потребуется, во-первых, на один такой вот блок пропитанный корпус сделать, да, который делается в плотнике из дерева и растительного масла. Про растительное масло, если вам необходимо, да, рассказать больше, то пишите в комментариях, я сниму отдельный ролик, как получать растительное масло. Далее нам потребуется на один блок 8 вот таких вот пропитанных обшивок. А чтобы произвести обшивку, нам, во-первых, нужен будет мед, да, то есть нам придется перерабатывать капли меда или росу. И, соответственно, нам потребуется пчелиный воск, да, который, из многих сот получается при переработке. А также нам потребуются особенные ресурсы, это скопление пыльцы и маточное молочко. Вот с этими двумя ресурсами дело обстоит достаточно сложно, потому что они получаются только, стандартно, по крайней мере, форестре из имперской пчелы и из, соответственно, трудолюбивой. Поэтому, прежде чем скрафтить вот такой вот большой улей, вам обязательно придется вот эти два вида пчел вывести. Кстати говоря, на канале у меня есть гайд по тому, как выводить эти два вида пчел. Посмотрите, если вам необходимо. Значит, выводим эти два вида пчел, начинаем генерить продукцию, перерабатываем, вот, и, соответственно, когда накопим достаточное количество ресурсов, такой вот большой улей к себе можем сделать. Вот. Значит, какие у него преимущества? Во-первых, соответственно, он не требует рамок, да, для того, чтобы производить продукцию, и у него есть определенные улучшения. Значит, первое, здесь, в принципе, можно условно на два типа разделить вот эти улучшения. Первое улучшение — это связанные с климатизацией, да, то есть если мы зайдем там в улей любой, да, или там пасеку, мы видим, соответственно, здесь климат, да, то есть вот этот наш покажется здесь стандартный климат, это температура и влажность. Значит, определяется температура и влажность, все зависит от биома, в котором мы находимся. С помощью таких вот больших ульев, если мы будем добавлять улучшения, типа вентилятор, обогреватель и кондиционер, мы уже можем регулировать, соответственно, вот этот климат. То есть можем менять температуру, можем менять влажность. Значит, причем вентилятор улья у нас может охлаждать улей, требует он РФ энергию для своей работы. Обогреватель, наоборот, нагревает улей, да, то есть температуру увеличивает, также требует для работы РФ энергию. А кондиционер улья, здесь на самом деле не совсем корректный перевод, либо, может быть, назвали так как-то странно. Кондиционер, по сути, это регулятор влажности. То есть в зависимости от того, что мы туда заливаем в него, то есть это именно на жидкостях работает, то есть либо воду можем залить, либо лаву. Он, соответственно, регулирует влажность. Если мы заливаем воду, то влажность в улье увеличивается. Если мы заливаем лаву, то, соответственно, влажность уменьшается, становится сухо. Вот. То есть вот эти три элемента используются для регулирования климата. Далее мы подробнее про них поговорим. Есть еще три улучшения. Это стабилизатор, сито улья и раевня. Стабилизатор улья по свойствам, значит, служит для того, чтобы у вас не происходили мутации в улье. Это нужно, если у вас, например, какие-то будут нечистые, допустим, принцессы и трутни, да, они могут перемешиваться, как-то мутировать. Если вы хотите это предотвратить, если вы не хотите какие-то другие виды пчел получать, да, можете поставить себе такой стабилизатор. И, соответственно, по идее, генетика пчел у вас меняться не будет.
Далее есть сито улья. Я в одном из предыдущих видео также его рассматривал, когда говорил про селекцию деревьев. Собственно, для этого оно и служит. Для работы требует тканый шелк. Вот, помещаем, например, где-нибудь между двумя деревьями. Так, давайте сейчас активирую этих пчелок. Значит, и когда у нас пчелы здесь вот работают, они могут опылять, допустим, какие-нибудь деревья. И, значит, если у нас здесь стоит тканый шелк, с некоторым шансом вот здесь у нас будет появляться пыльца вот этих деревьев. И дальше мы можем брать эту пыльцу, забирать. Только осторожно, если мы забираем пыльцу хотя бы из одного слота, то тканый шелк у нас пропадает. Вот, если мы забираем пыльцу, мы можем эту пыльцу посадить на дерево и, соответственно, тем самым ускорить селекцию. То есть вот это инструмент для ускорения селекции. Я подробно про селекцию деревьев и про вот это сито улья упоминал в отдельном видео. Ссылку оставлю. Так, далее, значит, раевня. Раевня для своей работы требует маточное молочко. Это улучшение служит для того, чтобы производить, соответственно, новых пчел, новых принцесс в ульях. Если у нас работает пчела в улье и у нас в раевне находится маточное молочко, то с некоторым шансом в радиусе примерно 40 блоков у нас может заспавниться улей. Вот, ну пока там достаточно много маточного молочка требуется, поэтому пока я здесь вот где-то, по крайней мере, в ближайшем радиусе такие вот улья не находил. Вот, они должны быть такие роевые улья, и если мы его разобьем там с очком или ваджрой, то нам выпасть должна принцесса, которая по идее должна быть такой же, как, собственно, вот эта пчела, которая сейчас работает у нас в большом улье, где у нас установлена раевня. Вот. Ну, я пару раз такие... кстати, вот нам повезло, ура, смотрите, вот он. Так, давайте я, наверное, переключусь. Так, давайте-ка переключимся в режим выживания. Как нам повезло. Ну, кстати, они спавнятся в диапазоне 40 блоков, если я не ошибаюсь, поэтому вам придется побегать так по территории, чтобы их найти. Вот он здесь спрятался у меня в тени, давайте его разобьем, посмотрим, что же там будет. Ну-ка. Да, реально, смотрите, здесь получилось, вот это вот тоже ампит принцесса. Здорово. Только обратите внимание, она низкой породы, ну, мы же знаем с вами небольшой лайфхак, да, как их превращать в чистые. Ну, тогда мы, конечно, и свойства этой пчелы потеряем. Вот. Ну, давайте на всякий случай, чтобы хотя бы генерить, соответственно, просто себе новых принцесс, в принципе. А дальше мы уже сделаем какие угодно. Берем эту принцесску, кладем сюда, забираем. Так, кстати, почему-то она у нас... Так, низкая порода. Сейчас... ну это, наверное, работает только на сервере. На сервере эта штука работает с плотником. Когда мы положили в инвентарь, забираем. И тем самым очищаем генетику. Здесь, соответственно, не так. Ну ладно. Как бы... Просто да, основная проблема такой роевой принцессы в том, что она низкой породы. То есть через какое-то время она погибает. Но вот таким вот лайфхаком, да, с плотником, например, можно, соответственно, очищать. На сервере, по крайней мере, у меня работает такая штука. Так, окей. Значит, этим мы рассмотрели улучшения. Теперь давайте подробнее рассмотрим про акклиматизацию вот этих ульев. И, кстати, как раз игроки больше именно ценят за вот эту возможность климатизации. То есть мы играем в каком-то одном биоме, а вывели какую-то другую пчелу, да, и, допустим, у нее какие-то гены плохие на адаптацию. То есть насколько... Давайте еще раз такой вспомним момент про генетику, соответственно, про адаптацию. Так, капля меда. Так, вот сейчас я возьму. Так, сюда положу и давайте посмотрим. Здесь вот у нас есть на второй страничке, соответственно, гены, которые отвечают за адаптацию. Но вот этой пчелы, ампет, они по умолчанию достаточно хорошие. То есть она работать будет во многих биомах, почти во всех, наверное. Вот. Но все другие пчелы, особенно базовые, они очень капризные. То есть они работают в определенных биомах. То есть болотный, например, там будет предпочитать болотный, там скромная пчела пустынный и так далее. Вот, поэтому с ними пока у нас нет топовых генов. Кстати, по топовым генам я снимал отдельное видео, также можете посмотреть, как эти гены выводить. Но если у вас гены какие-то стандартные, вам придется, наверное, либо бегать куда-то в биомы, да, искать нужный биом, либо вот таким вот большим ульем воспользоваться и настроить нужный вам климат. Давайте сейчас попробуем это сделать. Итак, значит, пчелиный улей. Здесь я вот уже ставил. Давайте по умолчанию сейчас пока сделаем. Посмотрим, что там будет происходить. Так, вот у меня зимняя матка. Так, по умолчанию мы видим, что в этом биоме, в обычном, я сейчас нахожусь, получается, в каком? Так, как он называется? Биом, сейчас не вижу здесь.
Ну, это обычный биом, да, у них, в принципе, по идее, у всех вот этих стандартных, там должна быть температура там порядка 40%, влажность 60%. Если мы сейчас, например, положим сюда зимнюю матку, да, мы увидим такое уведомление, что too hot, ей слишком горячо. Нам, соответственно, нужно будет как-то охладить. Для этого нам послужит вентилятор улья. Давайте поставим его и посмотрим, что будет происходить. Как видим, пошло охлаждение, и пчела уже начала работать. Вот, у нас понизилась температура до 20%. Можем еще один поставить, например, да, и запитать вентилятор, если хотим еще посильнее, если у нас пчела еще более требовательна будет к холоду. Все, вот, пожалуйста, соответственно, холодная. Стало 6%. Естественно, сколько вам там ставить таких вот вентиляторов, например, там для зимней принцессы или каких-то других, которые требуют холодный климат, все зависит от того, в каком вы еще биоме находитесь, да. Если в обычном, как видите, тут в принципе одного-двух хватит, если в каких-то более горячих, конечно, вам потребуется больше. Вот. То есть с помощью такого вентилятора вы можете понижать температуру и, например, поставить себе вот такую зимнюю в обычном биоме. Здорово. Я в свое время этим активно пользовался. До того, как я научился выводить топовые гены. Так, давайте дальше. Значит, вот, допустим, у меня есть скромная пчела, скромная матка. Она работает по стандарту, соответственно, в пустынном биоме. То есть, во-первых, ей too humid, это значит, ей слишком влажно. Она предпочитает более сухой климат. И, кроме того, ей здесь, соответственно, прохладно. Поэтому давайте будем ее, значит, улья обогреем, и дальше еще мы понизим влажность, то есть сделаем климат более сухим в этом большом улье. Так, во-первых, нам потребуется 3 обогревателя поставить, давайте это сделаем. Запитаем опять же от РФ энергии. Так, и сейчас у нас пойдет нагрев. Вот, видим, у нас картинка, кстати, поменялась тоже, да, как и здесь. Вот у нас была обычная, стала такая вот, типа зимний биом. Здесь тоже вот поменялась на такой вот уже жаркий, больше на тропический похож, да, но ей по-прежнему влажно слишком. То есть это скорее больше напоминает какие-то тропики, чем пустыню. Поэтому нам нужно будет еще воспользоваться, соответственно, кондиционером, то есть регулятором влажности. Давайте поставим его куда-нибудь сюда, тоже штуки 3. Так, и теперь, соответственно, мы сюда заливать будем лаву. Давайте возьмем. Это для того, чтобы сделать более сухим климат в этом улье. Так, заливаем. Естественно, все это можно делать через трубы, да, где-нибудь там у вас какое-нибудь хранилище этой лавы. Все, видите, пчела стала работать. Сухость у нас понизилась до 3%. Температура на 125 вышла, все, вот у нас тут пустынная такая иконка появилась, пчела работает. Но здесь проблема, конечно, будет с тем, что вам придется постоянно как-то лаву сюда подавать. Вот, я решал этот вопрос, что как-то лаву производил, например, с каких-нибудь кипящих сод. Можете такой вариант рассмотреть, если вам это необходимо. Ну или я все-таки рекомендую попробовать с генами побаловаться, то есть все-таки топ-гены загнать. Так, все, эту мы адаптировали под горячий климат. Так, теперь давайте здесь. Здесь, допустим, у меня вот есть тропическая пчела. Тропическая у нас предпочитает тропики, то есть это должен быть достаточно жарко и, наоборот, побольше влажности, да, нам надо. Так, в обычном климате, ну вот видим, ей опять же сухо, ей нужно побольше влажности, и too cold, ей холодно. Так, давайте, значит, сделаем следующее. Во-первых, поставим 3 кондиционера. Так, ну давайте с обогревателя начнем. Так, и я здесь поставлю 4 штуки. Так, я сейчас дальше поясню, почему 4. Так, подсоединяю, нагреваю. Так, ну, видно, что, конечно, ей уже не так холодно. Я поясню, почему я, допустим, там ставил 3, а здесь целых 4, да? Хотя вроде хочу себе получить джунгли. Дело в том, что когда я сейчас поставлю кондиционеры, да, то есть регуляторы влажности, и залью туда воду, вот эта сама вода, она, помимо прочего, помимо того, что она снижает, ну, точнее, повышает влажность, она будет еще и понижать температуру. Поэтому, если вы заливаете воду, необходимо какие-то дополнительные еще обогреватели ставить, чтобы повышать температуру. Вот давайте сейчас зальем сюда воду. Сюда. Также через жидкостные трубы все это можно подавать, естественно. Так, ну и проверяем. Все, у нас стали тут тропики такие вот, джунгли. И, соответственно, у нас вот, пожалуйста, производится, соответственно, работает эта пчела спокойно. Так, едем дальше. Так, давайте, соответственно, рассмотрим. Так, что-то у меня здесь стреляет. Кто-то эффекты дает какие-то странные, да? Интересно. Что-то новенькое. Отравление. Я отравился пчелой, все понятно.
Я получается, да, тропическую пчелу сюда поставил, она меня отравила. Да, тут есть такие эффекты, которые отравляют. Осторожно с этим. Можно, конечно, там пробовать использовать сет пчеловода, да, чтобы вас не травили пчелы. Они такие вот коварные. Так, ну и давайте еще наконец один вариант рассмотрим. Это когда болотная пчела. Ставим ее сюда. Так, и что она говорит? Она нам говорит, что в принципе по температуре норм, но не хватает ей влажности, то есть слишком жарко, слишком сухо ей, too dry. Ну, также ставим просто регуляторы влажности. Вот 3 кондиционера я уже здесь поставил. Давайте просто водой запитаем. Так, раз сюда капсулку, сюда давайте капсулку и сюда капсулку. Все, влажность у нас сейчас увеличится. Но опять же, видите, что у нас температура понизилась. Ну, в принципе, болотная матка к этому относится нормально, поэтому нагревать не обязательно. Но можем взять и потом еще обогреватели поставить, чтобы компенсировать вот это охлаждение за счет воды. Так, ну вот, собственно, и все. Что касается производительности по продукции, это я в отдельном видео, наверное, сделаю. Сравню там бигули и другие пасеки. Так, пожалуй, все, что я хотел про бигули рассказать, я рассказал. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.